Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что мужчины не желают отношений с женщиной, которая развалила прошлую семью, является матерью-одиночкой и сейчас ищет нового папу для своего ребенка. Вообще, вот раньше, в старину, в советское время, когда женщина была одна и воспитывала ребенка вне брака, она называлась не очень хорошим словом, репутация была не очень хорошая у такой женщины. Теперь это сильная, самодостаточная, успешная woman. Вот такая у нас сейчас высокая степень морали и воспитания. И когда я готовилась к видео, я читала очень много статей, но я практически не видела статьи про здоровую, полноценную семью, где мама и папа обязательно должны быть в семье и воспитывать ребенка. Наоборот, я видела очень много статей про то, что женщины не то что не винят себя, а наоборот, что у них вырастают крылья после развода, что наличие ребенка не то что не препятствие, а наоборот еще лучше, потому что, по мнению женщины, которая писала, наоборот, отсеиваются все якобы ненужные мужчины, и будет видно сразу ответственного мужчину, достойного, который возьмет ответственность за эту женщину и ответственность за ребенка чужого, который потом может предъявить претензию этому новому папе, что ты мне не родной отец, да, ты мне ничего тут не можешь говорить, или когда женщина может говорить мужчине, что не лезь к ребенку, да, он не твой настоящий там ребенок, ну и так далее, да, такие случаи есть, их немало. Говорят, что если мужчина хорошо зарабатывает, то это алики будут нормальные, и это гораздо лучше, чем терпеть своего мужа, представляете, настолько. Мне было неприятно это читать, потому что те, кто обладает эмпатией, хоть чуть-чуть, да, я сразу представила, каково это мужчине, который, например, пашет на работе, а я знаю таких многих мужчин, чтобы содержать свою семью. Это вообще какое-то нечеловеческое отношение. И поэтому я и записываю это видео просто с ужасом на глазах, что я прочитала и как это все представляется. Так что сегодня буду обо всем говорить. И скажу в этом видео, с чем столкнется мужчина, с какими проблемами, если все-таки пожелает встречаться с такой женщиной. По статистике на 2024 год каждый третий несовершеннолетний ребенок в России воспитывается в неполной семье. Цифры говорят сами за себя, и это не может потом не сказаться и на ребенке. И разводятся в основном женщины, да, более 90% именно с подачи женщины происходят разводы. Но, наверное, женщины не так сильно думают о будущем своего ребенка. Я не думаю, что все мужчины, с которыми разводятся женщины, такие оказываются плохие, как описывают их женщины. Я думаю, что здесь влияет очень безответственный подход к браку и к рождению ребенка. Вообще хочется сказать, что пора уже как-то закрепить законодательно этот запрет на безотцовщину. Потому что если это не делать законодательно, то у женщины развязаны все руки, и особенно с такими статьями, где женщина считает, что развод и брак — это билет в будущее счастливое, что пора оставить этого мужчину, который мог взять ипотеку, который трудился как пчелка. И очень быстро женщина с ветки на ветку перебегает. И более того, да, еще это поощряется, этот развод, женщина становится у нас такая мать-героиня. Но что происходит у мужчин? Например, женщина искала нового папу на сайте знакомств, и когда она говорила о том, что у нее есть ребенок, это надо отдать должное женщине, что она еще честно это говорила. Есть женщины, которые вообще не предупреждают, это
только где-нибудь в конце, когда понимают, что мужчина уже там влюбился, готов что-то делать для женщины, тогда только мужчина узнает. Для мужчины это звук гонга, это сигнал о том, что нужно покидать территорию, нужно отдаляться от этой женщины. Мужчине важно чувствовать, что их усилия направлены на продолжение своего рода. А чужой ребенок — это уже такое нарушение внутреннего баланса мужчины. Время, деньги и чувства, на которые тратит мужчина на другого ребенка, могут не принадлежать ему. Вложить ресурсы в чужого ребенка мужчинам кажется нелогичным. Это как строить дом, а потом ключи отдать чужому человеку. Мужчина понимает, что она была уже замужем, у нее есть вот этот багаж, а зачем мне вот этот багаж в своей жизни? Присутствует вот это вот упущенные возможности. Мужчина понимает, что он как бы упускает возможность создать свою семью. Поэтому большинство мужчин избегает таких отношений. Вот как некоторые мамы говорят, вот вы бы своим сыновьям желали бы женщину, например, с 2 чужими детьми? Но не все мамы желают такое своим сыновьям. Если женщина развалила свою прошлую семью, то, скорее всего, она развалит и следующую. Конечно, можно посетовать на то, что женщина получила какой-то опыт, и уже это не повторится. Но на практике сейчас мы видим, что женщин ничего не учит их прошлый опыт, и разводов с каждым годом становится все больше и больше. Читала тоже, что женщина очень посмеялась над тем, когда мужчина ей сказал, что если женщина одна с ребенком, то она на рынке невест, скажем так, да, ну, шансы ее очень малы. Вот. Женщина не поверила и сказала, что мне очень легко найти. Знаю женщину, которая воспитывает ребенка, которая работает, еще параллельно выкраивает время и ходит на знакомства. Но это тоже такая себе история, в общем-то. Тоже как на работу она уже в последнее время ходит, уже такой у нее подход больше не про чувства, а больше, ну, такой прагматичный. Где статьи о том, чтобы надо думать перед тем, как разводиться и ребенка заводить? Вот общий такой посыл, что быть матерью-одиночкой — это нормально, душещипательная история о том, как было тяжело в браке и как все стало улучшаться после него. Еще меня очень поразило то, что женщины, некоторые говорят о том, что сейчас мужчинами нужно заняться, что это они с катушек слетели. Мне вот интересно, а каким образом мужчины сейчас это делают при всех законах? Просто невозможно. Говорят, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня. Вот в этой фразе, наверное, понятно, что речь все-таки идет не об одной женщине. Но не может одна женщина воспитать достойно мужчину. Это все равно будет перетягивание на вот эти все женскую сторону и манипуляции разные. Здоровая семья — это полная семья, и семья, где уважают и любят друг друга. Мужчины часто говорят о том, что пора девочек перестать воспитывать на вот этих всех, я извиняюсь, таких сопливых сказках, да, о принцессах, о том, что придет обязательно принц и спасет ее, и устроит всю жизнь девушке. Хочу обратиться к женщинам. То если женщина принимает решение быть матерью-одиночкой, то ответственность должна быть полностью на ней. Сначала женщина любила, а потом она, оказывается, жила и родила не от того мужчины. Это не романтическая история из сказки или из фильма. На самом деле в жизни все намного жестче. Нужно не забывать, что действие взрослого человека потом отразится на ребенке. Более ответственный подход к этому, с таким пониманием, возможно, оградит кого-то от этого необдуманного шага. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.